Летнее солнце стояло в самом зените, щедро заливая золотистым светом бескрайние просторы холмистой долины. Здесь, среди сочной зеленой травы, время словно замедляло свой ход, уступая место первозданной красоте природы. Вдали, на фоне мирно покачивающихся на ветру травинок, высились могучие холмы, а где-то неподалеку тихонько гудела старая буровая установка, напоминая о редком присутствии человека в этих диких, почти нетронутых цивилизацией местах. Земля здесь дышала теплом, а воздух был пропитан ароматами полевых цветов, полыни и нагретой земли. Артур очень любил эти уединенные места. Он часто совершал долгие пешие прогулки в окрестностях долины, наслаждаясь тишиной, покоем и возможностью побыть наедине со своими мыслями, вдали от бесконечной городской суеты, шума машин и вечной спешки. Этот день обещал быть самым обычным и ничем не примечательным, пока на вершине одного из дальних холмов не показался величественный силуэт крупного животного. Это была красивая, статная кобыла палевой масти с невероятно густой светлой гривой, которая буквально переливалась золотом под яркими лучами полуденного солнца. Но ее поведение сразу же привлекло пристальное внимание мужчины и заставило его насторожиться. Вместо того, чтобы мирно щипать сочную траву, как это обычно делают лошади на пастбище, кобыла металась по крутому склону из стороны в сторону, тревожно оглядываясь по сторонам и издавая глухие прерывистые звуки. Лошадь быстро заметила идущего внизу по тропе человека и, преодолев природный страх и недоверие перед незнакомцем, решительно направилась прямо к нему. Каждое ее движение, каждый поворот головы выдавали глубокое, граничащее с паникой отчаяние. Она спускалась по песчаной насыпи, то и дело оглядываясь назад, словно проверяя, идет ли мужчина за ней, и призывая Артура следовать ее примеру. Ее умные, большие и полные глубокой тревоги глаза были устремлены прямо на него. Кобыла тихонько всхрапнула, нервно перебирая копытами, и сделала еще несколько уверенных шагов навстречу, безмолвно, но так красноречиво моля о помощи. Артур мгновенно остановился. Он был опытным человеком и сразу понял, что случилось что-то действительно неладное. Животные, особенно дикие или полудикие, крайне редко подходят к людям так близко и ведут себя настолько настойчиво, если их не подталкивает к этому страшная беда, с которой они не могут справиться сами. Поднявшись на склон вслед за встревоженной матерью, которая то и дело подгоняла его своим нетерпеливым видом, мужчина огляделся по сторонам. Рядом с местом ее хаотичных метаний на вершине холма лежали груды строительного мусора, старые бетонные балки, обломки кирпичей и заброшенные перекрытия, оставшиеся здесь от какой-то древней, так и незавершенной хозяйственной стройки. Среди этого опасного беспорядка, прямо в серой выжженной земле, Артур заметил глубокую, узкую и очень незаметную издалека яму. Судя по всему, она когда-то была выкопана строителями для установки тяжелого бетонного столба линии электропередач, но так и осталась ничем не прикрытой. Подойдя ближе и стараясь не поскользнуться на осыпающемся краю, мужчина заглянул внутрь колодца. На самом дне этой темной, сырой и глубокой ловушки лежал маленький жеребенок. Он несчастно провалился туда спиной вниз и намертво застрял в тесном земляном пространстве, не имея ни единого шанса выбраться самостоятельно. Бедный малыш был смертельно напуган. Его тонкие длинные ножки беспомощно и хаотично дергались в воздухе, а из глубины ямы доносилось тихое, жалобное и уже слегка охрипшее ржание. Действительно упал. «Смотреть!» Тихо, едва веря своим глазам, произнес Артур. В его голосе смешались искреннее сочувствие, жалость и легкий шок от увиденного. Заглядывая в узкий проем, где ворочался живой комок, он с досадой покачал головой. «Ах ты ж, ё-моё! Ну вот эти вот недостройки есть!»
Мать-лошадь стояла буквально в шаге от него, тяжело переминаясь с ноги на ногу, шумно вдыхая воздух и заглядывая в самые глаза спасителю. Ее бока ходили ходуном, она дышала прерывисто, не отходя от края ямы ни на секунду, и то и дело пытаясь ткнуться носом в темноту, ближе к своему ребенку. Ее материнское сердце буквально разрывалось от невозможности помочь собственному дитя. И вся ее фигура выражала безграничное доверие к человеку, в руки которого она сейчас передавала судьбу своего же ребенка. Артур прекрасно понимал, что медлить в такой ситуации нельзя ни минуты. Жеребенок мог серьезно пострадать при падении, сломать хрупкие кости, а долгое пребывание в перевернутом положении вниз головой или на спине угрожало его жизни из-за нарушения кровообращения. К огромному счастью, у мужчины с собой в рюкзаке оказалась прочная толстая веревка, которую он часто брал с собой для различных хозяйственных нужд во время загородных выходов. Быстро оценив обстановку и поняв, что позвать кого-то на помощь в этой глуши не удастся, Артур принял твердое решение действовать в одиночку, полагаясь только на свои силы. Он аккуратно положил свой телефон на землю рядом с травой, чтобы полностью освободить руки, и осторожно опустился на колени перед самым краем опасной ямы. Земля вокруг была сухой, песчаной и легко осыпалась вниз от малейшего давления, поэтому нужно было соблюдать предельную, ювелирную осторожность, чтобы случайно не засыпать глаза и дыхательные пути малыша плотным грунтом. Мужчина лег на живот, вытянулся во весь рост и глубоко потянулся вниз, в холодную темноту земляного колодца. Жеребенок испуганно зашевелился, почувствовав чужое прикосновение, но Артур сразу же заговорил с ним спокойным, ласковым и размеренным голосом, стараясь унять панику животного и дать ему понять, что вреда никто не причинит. С трудом дотянувшись до передних ног бьющегося жеребенка, Артур начал аккуратно обвязывать их петлей из веревки. Это была сложная работа. Нужно было закрепить узел достаточно надежно, чтобы он ни в коем случае не соскользнул во время подъема, но при этом рассчитать силу так, чтобы не передавить и не повредить нежные суставы испуганного малыша. Лошадь-мать внимательно, затаив дыхание, наблюдала за каждым микродвижением человека, буквально нависая над его плечом и обдавая его шею своим горячим дыханием. Она словно превратилась в каменное изваяние, понимая, что этот двуногий незнакомец — их единственный и последний шанс на спасение. «Давай сейчас берем, будем вытаскивать, подбираться», — негромко подбодрил себя Артур, крепко перехватывая веревку обеими руками и наматывая ее концы на ладони, чтобы они не скользили. Закрепив узел, мужчина медленно поднялся на ноги и крепко уперся тяжелыми сапогами в сухой склон холма, ища надежную опору. Ему предстояло вытянуть довольно приличный вес из глубокой вертикальной ямы, используя исключительно силу собственных рук и спины. Схватившись за веревку, Артур потянул ее на себя, перебирая сантиметр за сантиметром. Сначала дело шло очень тяжело. Тесное пространство ямы словно засасывало пленника, не желая отпускать. Мужчина напряг все мускулы, его дыхание стало прерывистым, а лицо покраснело от колоссального физического усилия. «Давай, давай!» — тяжело и хрипло дыша приговаривал он, совершая одно мощное движение за другим. Постепенно, поддаваясь натяжению веревки, из темноты колодца показалась маленькая голова жеребенка, полностью облепленная сухой землей, пылью и прошлогодней травой. А затем на свет показалось и все его хрупкое, дрожащее тело. Артур сделал последнее, самое мощное финишное усилие и буквально выдернул малыша на поверхность, аккуратно повалив его на мягкую, нагретую солнцем зеленую траву склона. Жеребенок наконец-то оказался на долгожданной свободе. Однако от пережитого колоссального шока, нехватки кислорода и сильной усталости он не сразу смог сориентироваться и подняться на ноги.
Лошадь-мать не медлила ни секунды. Она тут же бросилась к своему спасенному детенышу. Она начала неистово, жадно облизывать его мордочку и бока, нежно подталкивая носом, тихонько ржа и проверяя, все ли его кости целы и все ли с ним в порядке. Это были секунды чистой, искренней и неподдельной радости, которую способны испытывать живые существа, вновь обретя то, что едва не потеряли навсегда. Артур, тяжело и часто дыша, вытирая пот со лба, подошел ближе, чтобы как можно скорее развязать веревку на ногах спасенного малыша. Он действовал быстро, чтобы не пугать животных своим долгим присутствием. Как только путы были окончательно сняты, жеребенок, сильно шатаясь на своих тонких, неокрепших и пока еще послушных с трудом ногах, сделал первую робкую попытку встать. Мужчина внимательно, профессиональным взглядом осмотрел его со стороны. К огромному облегчению никаких серьезных видимых повреждений, переломов или глубоких ран обнаружено не было. Жеребенок был просто сильно напуган и испачкан. «А то болит?» «Нормально», — с искренней облегченной улыбкой произнес Артур, с удовольствием наблюдая, как малыш делает глубокий вдох и уже гораздо увереннее встает на все 4 копыта, обретая равновесие. Почувствовав былую силу в ногах и тепло материнского тела рядом, маленький жеребенок радостно и задорно взбрыкнул, взмахнул коротким хвостом и бросился вплотную к матери. Они вместе, бок о бок, легкой рысью побежали вверх по склону, прочь от этой злополучной строительной ямы, которая едва не стала для маленькой жизни надгробным камнем. Лошадь-мать на бегу на мгновение обернулась, словно бросая свой последний, исполненный глубокой осознанной благодарности взгляд на своего человеческого спасителя, и вместе с сыном скрылась за вершиной живописного зеленого холма, возвращаясь к своей привычной, мирной и свободной жизни в бескрайней долине. Артур еще долго оставался стоять на вершине холма совершенно один. Он, не торопясь, поднял с земли свой телефон, аккуратно смотал веревку, уложив ее обратно в рюкзак, и задумчиво посмотрел вслед ушедшему семейству. На его лице блуждала мягкая, теплая и счастливая смайл. В этот обычный летний день он не просто спас чью-то маленькую жизнь. Он стал непосредственным участником удивительного, редкого момента абсолютного доверия между дикой природой и человеком. Он шел обратно к городу и думал о том, что доброта, сострадание и готовность прийти на помощь — это те самые вещи, которые способны преодолеть любые, даже самые прочные барьеры между миром людей и миром животных.